Друзья, всем привет! Сегодня на берегах Средиземного моря, на острове Мальта, я буду готовить для вас свиные ребра горячего копчения. У меня на канале уже есть рецепт приготовления свиных ребер холодного копчения. Ну а сегодня у меня есть инструмент, коптильная камера полного цикла, поэтому это изделие я приготовлю для вас сегодня в коптильной камере. Свиные ребра — это невероятный деликатес. Они прекрасны и в холодном виде, как закуска к пиву. С ними можно приготовить прекрасный гороховый суп. Замечательно заходят ребра и в мясную сборную солянку. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как приготовить дома у себя своими руками вот такой прекрасный продукт. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а я начинаю готовить. Итак, друзья, здесь у меня 5 килограмм свиных ребер. Вот такие вот 6 полосок. Ребра свежие, абсолютно. Значит, здесь была снята шкурка. Значит, вилочкой все это протыкано. И теперь я буду готовить предварительный посол, для того, чтобы потом провести горячее копчение в коптильной камере. Значит, что такое посолочная смесь? Значит, я взял соль из расчета 2% на вес этих ребер. 5 килограмм ребер, 2% это ровно 100 грамм. То есть я взял 50 грамм соли нитритной, содержание нитрита натрия 0,6%, и обычная поваренная соль, тоже 50 грамм. Кроме этого, здесь я взял для расчета 2 грамма сахара на 1 килограмм, здесь 10 грамм сахара, и полграмма аскорбата натрия, это антиокислитель жира. Примерно вес одинаковый у этих ребер. Я равномерно их буду натирать солью, потом упакую в вакуум и отправлю в холодильник, наверное, на 5 суток. Сухим посолом они хорошо просолятся. Ну, сухой посол — это простой такой этап. Просто тщательно натираем ребра посолочной смесью. Когда шкурка убирается здесь, вот эта пленка, значит, очень хорошо дырочки пробиты вилкой, хорошо просаливается быстро. Ну вот, в принципе, и все. Я внес посолочную смесь. Теперь я упакую свиные ребра в вакуум. Предварительный посол будет проходить именно в вакууме. Я запаял ребра в пакет. Все, теперь в холодильник на 5 суток, температура 2-4 градуса. Ну, а после этого проведем термообработку и копчение. Прошло 5 суток, ребра просолились, нитритная соль сработала. Вот такие вот ребра. Теперь мы их будем отеплять и отправим в коптильную камеру на копчение, тепловую обработку. Первый этап — это этап отепления. В холодильнике температура была 4 градуса. Я бы мог провести отепление в
коптильной камере там выставить 30-40 градусов и довести температуру до 18 внутри. Но я решил сэкономить электроэнергию и просто подвесил их на кухне при комнатной температуре. Ну, всю последующую тепловую обработку и копчение я буду проводить вот в такой коптильной камере «Малютка» от интернет-магазина Craftmaster. Ссылочку на этот интернет-магазин я оставлю в описании к этому видео. Вот такая вот «Малютка» была предоставлена мне интернет-магазином Craftmaster для работы и тестирования. Объем ее 65 литров, загрузка 8-10 килограмм, идеальный вариант для дома. Это коптильная камера полного цикла, и следующий этап обсушки я буду проводить именно в этой камере. Вот таким образом я подвесил свиные ребра на крючки и теперь выставил температуру 60 градусов и буду проводить обсушку до температуры внутри 40 градусов. Именно на этапе обсушки при температуре от 18 до 40 градусов внутри продукта ребра приобретают такой вот яркий насыщенный цвет. Затем я запустил дым и на температуре 72-75 градусов я провел горячее копчение до температуры внутри 60 градусов. Затем я поднял температуру до 85 градусов в камере, пустил пар, есть капельный способ подачи воды на крыльчатку и тен. И уже варкой с паром довел температуру внутри до 70 градусов, то есть до температуры готовности. Затем я отключил тен и еще примерно 1,5 часа ребра у меня висели в камере, остывали для закрепления цвета. И вот посмотрите, пожалуйста, друзья, какая получилась красота. Запах невероятный. Друзья, в текстовом описании под этим видео я подробно пропишу все температурные режимы всех этапов тепловой обработки. Ну и сейчас, конечно, я проведу дегустацию. От одного запаха можно слюной захлебнуться. Свиные ребра отлично приготовились в коптильной камере. Межреберное мясо очень нежное, с ярким, легким привкусом копчения. Ну и, друзья, если выбирать между холодным копчением свиных ребер, которые предварительно у меня готовились в су-вид, а затем коптились 5-6 часов на холодную, и сравнивать с горячим копчением, то мой выбор, конечно, это горячее копчение. В результате могу сказать то, что коптильная камера «Малютка» от интернет-магазина Craftmaster прекрасно справляется со своей работой. В такой камере полного цикла можно приготовить любые мясные деликатесы. Друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал Food Court. Жмите на колокольчик, и вы всегда будете первыми получать уведомления о всех новых рецептах на моем канале. А я буду продолжать готовить для вас прекрасные деликатесы в коптильной камере «Малютка». До новых встреч на канале, дорогие друзья!